Мне очень нравится белый монстр, поэтому я решил сделать фото, как будто бы я амбассадор. Посмотрим, что из этого выйдет. Но для этого мне надо встретиться с одним человеком. Здорово. Я хотел сделать фото, где я сижу на каком-нибудь выступе с простой баночкой белого монстра. Поставить, чтоб, я не знаю, чтобы шоу было видно. Я хочу вот это вот переставить как будто-нибудь вот сюда. Короче говоря, тень все испоганила, ну как обычно. Ой, наоборот, свет. Вот Свет, день, все. день, все, да. Какая-то. А, хотя вот тут вот. Ну не, солнце. Думаешь? Ну смотри, я сейчас тут стану. Ну да, тут солнце как бы падает прямо сюда. А? Очень сильно падает. А вот здесь? А вот здесь нет. Фотки сделали, теперь можно попить. За ваше здоровье. И за мое очко. Я вернулся домой, теперь мы можем заходить в Photoshop. У нас есть вот столько фотографий, и в принципе из всех вот это вот, я считаю, вышло лучше всего. Здесь все видно, и сам монстр, и меня, и в принципе фон удобоваримый. Закидываем эту фоточку в сам Photoshop, и можно сразу же взять и немножечко убрать хайлайтов, чтобы небо было чуть более четким. Первым делом мы берем Crop Tool и делаем 4 к 5, просто потому что Instagram такое любит. Дальше я бы хотел взять вот этот вот Spot Healing Brush Tool и поубирать разные, может быть тут есть какие-то дефекты, вот по типу всяких вот таких вот листочков, можно просто взять и замазать их. Также можно сделать копию этого слоя, зажав Alt и перетянув. Ну так, на всякий случай, чтобы был бэкап. А вот эту вот надпись я бы попробовал убрать, конечно. Создаем на всякий случай еще один смарт-объект и заходим в камеру Raw Filter. Поскольку у нас сама фотография немножечко темная, а там сзади довольно светлый бэкграунд, то мы можем взять и, допустим, вытянуть тени, вот так вот сделать их более светлыми. Немножечко хайлайты снова же убрать. Clarity мы можем, в принципе, особо, не трогать. Я думаю, в принципе, этого нормально. Единичку. И что я хочу теперь сделать? Давайте просто накинем кое-какой пресет. И заходим во вкладочку пресетов. Вот мои пресеты, которые я сам сделал. И вполне вероятно, что сейчас, возможно, нету сайта, но, по крайней мере, в описании их можно будет найти. Я надеюсь на это. Если нет, то подождите, и оно выйдет. Короче, можем посмотреть, какой пресет сюда подойдет лучше всего. В принципе, я считаю, что либо сюда вот бледная осень, либо черные тона. Давайте попробуем поставить бледную осень. Ее все равно можно, если вы вдруг хотите по-быстренькому откорректировать, ее можно вот так вот откорректировать. Но я возьму и, например, тени и темные немножечко подниму, чтобы картинка не была настолько прям темной. Экспозицию тоже можно чуть-чуть поднять. Давайте-ка зайдем в Color Mixer и немножечко вернем оранжевых, потому что они выглядят в принципе неплохо. Можем немножечко, чтобы откорректировать тон лица, потому что оно прям какое-то красное. Можно чуть-чуть повысить люминанс и чуток увести красный в более оранжевый, потому что, так уже намного лучше. В принципе, пресет уже сделал по сути большую часть дела, и нам можно, конечно же, вернуться и что-то подкорректировать уже на самой фотографии. Но давайте-ка попробую я сделать кое-что интересное. Я возьму, выделю себя. Мы сейчас берем и нажимаем Ctrl-J. Дальше мы берем, зажимаем Ctrl и тыкаем на эту превьюшку. Дальше мы можем зайти в Select, Modify и Expand. Пусть будет даже по 6 пикселей, да? Берем и делаем шире саму эту фигнюшку. Я бы даже сказал, что в принципе, в хорошем случае можно даже еще. Оригинальную фотографию, нажимаем Content Aware Fill и смотрим на результат.
Теперь мы убираем самого себя, получается, с этой фотографии. Это может выглядеть не всегда очень корректно, но как минимум оно работает, что в принципе нам нужно. Это нам надо для того, чтобы мы могли вот просто взять эту фотографию, меня в данном конкретном случае, и нажать Edit и Puppet Warp. Что это делает? Вот такая вот создается сеточка, мы берем и, допустим, создаем какие-то ключевые точки. Пусть тут будет голова, пусть тут будут два плеча, пусть тут будет туловище, локоть, еще один локоть, тут нога, и здесь пусть будет центральная основная точка жопа, ну и нога еще на всякий случай. И теперь, допустим, ну вот я, допустим, смотрю и думаю, ну блин, ну как-то кривовато я сижу, что ли, надо бы как-то себя выровнять. И я беру и как-нибудь себя выравниваю, допустим, делаю грудь чуть выше и плечи как-нибудь интереснее. Ну и смотрим на результат. Вот было, например, до, и вот стало после. Ну, результат как бы говорит за себя, это действительно стало лучше, осаночка стала немножечко, ну, действительно лучше стала. Теперь мы можем заняться основными вот дефектами, например, вот как вот здесь, да? Например, вот эта вот часть ноги нам, ну, абсолютно не нужна, она практически никак не затрагивалась. Поэтому, в принципе, с вот этого вот слоя, который мы изменили, можно создать масочку и взять и удалить эту ногу вот так. А здесь, например, удалить то, где эта нога. Вот, все. То есть, по сути, мы вернули. Все нормально. То есть, вот было до, вот стало после. Как по мне, довольно-таки неплохо. Но, допустим, мы понимаем, что, ну, вот слишком как-то все, много деталей, недостаточно размыто у нас все. Мы берем, соединяем вот эти вот два слоя. Convert to Smart Object. Берем, нажимаем фильтр, Blur Gallery и какой-нибудь Tilt Shift. И у нас создается вот такая вот фигнюшка. Мы ставим основной фокус, да, где у нас находится фокус. Он находится примерно вот здесь, на этом расстоянии. Тут мы можем выставить, насколько далеко у нас будет уходить вот фокусное расстояние. Я выставил, вот здесь уже, значит, будет максимальный блюр. Теперь мы можем этот блюр сделать вот так. И distortion, я не знаю, что такое distortion, но пусть будет как-нибудь на 6%. Вот, получается, у нас уже довольно-таки неплохо. Теперь мы просто выделяемся еще из общей картины, и не так сильны вот эти вот все сдвиги, которые здесь были. Вот. Теперь мы можем просто взять, нажать на главный верхний слой, который виден, нажать Ctrl-Shift-Alt-E, у нас все слои соединятся в один. Нажимаем Convert to Smart Object и просто перетягиваем весь пресет, который мы делали раньше, на эту фотографию. Вот у нас получается. Вот что было до, вот что стало после. Я считаю результат, ну, реально классный, в принципе. Кстати, каждого подписчика я вписываю на шапку канала. Это очень важно, и я надеюсь, что вам это действительно нравится. Поэтому подписывайся и открывай подписки. Вот такой вот результат получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень на это надеюсь. Подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.